И снова здравствуй, мой дорогой зритель! Не успели мы нарадоваться самой крупной раздаче CS2, как тут же поспело новенькое обновление, которое весит 600 мегабайт. Пройдемся по нему и поговорим о новых утечках, так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Добро пожаловать в Hell Store! Здесь ты можешь испытать удачу и выбить неплохие скины, сыграв такие режимы как Classic, Coinflip, Upgrade, Колесо или в абсолютно новый Crash, где всего-то и нужно выбрать значение и дождаться, пока линия до него дойдет. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а использовав мой промокод при пополнении, можно получить $2 на баланс. Не теряй времени, ссылка в описании. Да уж, разработчики, конечно, были готовы ко всему, однако некоторые баги порой удивляют. После крупной раздачи CS2, естественно, приток новых пользователей означает более быстрое нахождение всех багов. Однако случилась очень неприятная ситуация, и на самом деле их достаточно много. Разработчикам пришлось с данным обновлением временно отключить казуальный соревновательный режим, по причине того, что по завершению матча сервер банально зависает. Так что теперь, если вы попытаетесь запустить в онлайн обычный режим, вам выскочит табличка о том, что в данном режиме нет доступных карт. И повторюсь, это временное решение, пока разработчики не выявят проблему и не пофиксят ее. Следующая же неприятная ситуация, которую пофиксили в данном обновлении, это то, что если вы выходили с матча премьер-режима, отказывались от голосования пика и бана карт, вам могло накинуть аж несколько штрафов одновременно, они же колдауны. Но благо это быстро пофиксили. Ну а далее по мелочи. Исправили некоторые баги со скинами, которые съезжали с позиции. Поправили звуки в казуальном режиме, которые иногда не проигрывались. Ну а в коде меню панорамы поменяли местами некоторые функции, которые теперь находятся на своих местах. И разумеется, различные фиксы на карте Инферно. И в этом все наше обновление. Тем временем раздача CS2 продолжается. Основной критерий получения бетки — это Prime статус и звание на вашем аккаунте. Не пытайтесь проверять, получили ли вы бету через какие-либо ссылки или техподдержку. У вас на аккаунте она появится только тогда, когда вы зайдете в игру и подтвердите свое участие. Ну а теперь немножечко утечек. В меню панорамы засветились телодвижения разработчиков в сторону моделей персонажей и нового режима. И если простыми словами, команда разработчиков в связи с почти открытым бета-тестированием разделилась на обязанности. Одни продолжают дорабатывать и фиксить премьер-режим и нынешние баги в игре, а другая активно готовит будущее обновления и режимы. На данный же момент они тестируют гонку вооружения, так что в ближайшем будущем, скорее всего, мы получим именно этот режим. Также разработчики пытаются добавить фракции модели персонажей на карты, как это сделано в CSGO, потому что, если вы могли заметить, абсолютно на всех картах стоят дефолтные скины террориста Феникса и спецагента САС. Ну а завершен данный ролик небольшой странностью. Опять же, из-за того, что теперь счастливых обладателей CS2 стало намного больше, стали появляться жалобы о том, что у них банально не запускается соревновательный режим, либо же просто поиск официальных серверов. Автоматом сразу выдается табличка о том, что не может найти сервера. Но благодаря тому, что нашему админу тоже повезло столкнуться с такой же проблемой, он смог ее решить. Ну а проблема заключалась в том, что он использует старую версию Steam, и после ее обновления проблема ушла сама собой. Согласитесь, оказалось все просто и банально. Однако есть небольшой нюанс. До крупной раздачи CS2 такой проблемы у него не было, и он по-прежнему тогда использовал старую версию Steam. Ко всему прочему, некоторые используют старую версию Steam по разным причинам. У кого-то она тормозит, а кому-то просто не нравится новый интерфейс. А еще старую версию используют для утилиты автологин, которая на данный момент не работает на новых версиях Steam и которую используют зачастую фермеры. Неужели Valve решила таким способом снова нанести удар по фермерам? И насколько быстро найдут обход для этой проблемы? Будем посмотреть. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!